Кету в накшатре Пушья и прошлая жизнь. Восьмая накшатра Пушья расположена в знаке Рак, планетарный владыка Сатурн, главенствующее божество, Брихаспати, главный жрец и наставник богов. Символы накшатры – коровье вымя, лотос, стрела в круге. Еще одно имя этой накшатры – Тишья, удачливая, благоприятная, успешная. Это единственная звезда, которая никогда не исчезает с неба и ассоциируется с небесным лучником, который охраняет небесный нектар, Амриту. Эта накшатра выглядит как острие стрелы. Символ круга означает защиту, стрела – защитника. Амрита сравнивается с божественным знанием. Символ коровья вымя указывает на материнскую природу, которая питает и обеспечивает пищей. Накшатра Пушья способна питать на всех уровнях бытия – физическом, материальном и духовном. Сатурн, планетарный владыка Пушьи, раскрывает через нее свои качества, как дисциплину, терпение, надежность, усердность, аскетизм, способность браться за дело снова, даже если претерпел изначальную неудачу. Животное коза. У коз удивительные глаза. Они видят все вокруг почти до 280 градусов. Более широкую перспективу мира по сравнению с тем, что видим мы. Обладает способностью глотать пищу, а затем приносить ее обратно, чтобы пережевывать. У коз есть генетическое заболевание, которое заключается в невозможности контролировать свои мышцы, и при попадании в паническую ситуацию козы могут упасть в обморок. Козы чрезвычайно защищают себя и своих детенышей. Человек в прошлом хотел познать мир. Он видел высший смысл всего происходящего и чувствовал, что ему не нужно привязываться или сосредотачиваться на чем-то одном. Обладал красноречием, мудростью, имел религиозные побуждения и жреческие способности. В то же время был консервативен, и у него отсутствовал творческий подход к делу. Получал пользу от вышестоящих властных персон. У человека был громкий властный голос. Внешне был немного неуклюж. Иногда не мог контролировать движения своих рук, так как его мышцы вибрировали, когда он находился в стрессовом состоянии. Со стороны казалось, что у него ДЦП. При еде он проглатывал пищу, почти не пережевывая, так как обладал сильной пищеварительной системой. Был гурманом в еде, имел интерес к кулинарии, любил носить простые вещи, копался в прошлом и рассказывал, что ему пришлось пережить. Был эмоциональным. Женщина продолжительное время продолжала вскармливать своим молоком ребенка, но при этом обладала не очень большим размером груди. Человек всегда поддерживал детей. Первый гуру изначально отверг его и не захотел передавать ему знания, но в жизни впоследствии появились нужные учителя. Что суждено ему было, он увидел, узнал и познал. Его эксплуатировали другие люди, воспринимая его услуги и заботу как должное. Но всякий раз, когда обстоятельства были против него, он пытался обвинить неудачи кого-то другого. Любил хвастаться собой и обладал долей нарциссизма и эгоцентризма. Был блестящим советником по политическим и экономическим вопросам. Понимал мотивацию соперника, чтобы выиграть своих врагов. Разбирался в стратегиях и в корпоративных моделях. Обладал определенной хитростью. Для безопасности мог иметь священное кольцо из женщин и был защищен этой секретной группой. Был удачливым и совершенным в своих делах, наделен мудростью и глубинными знаниями. Мог быть первосвященником, проводя яги, ритуалы и духовное обучение. Он был полностью поглощен своей работой или преподавательской деятельностью. К человеку многие люди приходили в поисках уютного убежища, ходил в паломничество, что приносило ему благословение. Человек в прошлом воздвигал стены, круг возле себя, который не позволял приступать, прикрываясь определенными традициями и установленными им правилами в собственном доме. Но во второй половине жизни ему пришлось разрушить привычные ему границы, свою защиту, оставшись ни с чем, и создавать себя заново. В супружеской жизни могли быть серьезные проблемы из-за того, что он больше был сосредоточен на карьере и преподавании, чем на семейной жизни, хотя имел очень красивую супругу. В браке также были какие-то ограничения, отсутствие свободы, консерватизм, который был невыносимым. Это могло привести к утрате супруги, к разлуке, к потере места жительства. Брак мог стать тюрьмой для обоих, или супруга была заключена на какой-то срок в каком-то заточении. Могли всплыть измены, так как пренебрегались, игнорировались супружеские обязанности. Впоследствии, осознав свои ошибки, мог простить свою жену и воспитывать пасынка.
У человека возможен кармический счет с его матерью. Либо он не смог стать хорошей матерью для своих детей, и его мать была его ребенком в прошлой жизни, или мать и в той жизни была его матерью, но он оставил ее одну, чтобы осуществить свои мечты и амбиции. В преклонном возрасте человек ушел жить в лес и все оставил, или поселился близко к лесу и занялся медитацией. Одним из лучших средств для пушьи является пожертвование денег на кормление и спасение коров. Наличие цветка лотоса в доме на северной стороне улучшает их жизнь. В субботу благоприятно прийти к дереву для открытия потока знаний. Накшатра пушья неблагоприятна для брака и проведения брачных церемоний. Профессии. Бизнес-консультанты, советники, управляющие, духовные учителя, шеф-повара, производство продуктов питания и напитков, молочная отрасль, индустрия гостеприимства, работники благотворительной организации или социальной службы. 4 пады пушьи. Лев. Человек получил огромные знания и в этой жизни должен их использовать, чтобы помогать людям. Не нужно быть гордым и практичным, не сосредотачиваться на негативных вещах, а просто жить спокойной и счастливой жизнью. Дева. Человек хочет уйти в свою зону комфорта, может быть критичным и не хотеть иметь никаких дел в этой жизни. Для улучшения необходимо заботиться о других людях, а также кормить собак. Весы. Человек не способен формировать хорошие отношения в этой жизни. Необходимо развивать уверенность в себе. Возможно, поддержка от духовного партнера. Скорпион. Человек очень таинственный, с глубоким интересом к оккультному мистицизму и сильной интуицией. Будет очень привязан к семье и беспокоиться о сохранности своего материального имущества.